Здравствуйте. Ну, гляньте, как сейчас у нас выглядит. Декабрь месяц. Все ближе и ближе к праздникам. Стоят зеленые елки. И вот все, что зеленое вы видите, это вот эти такие рождественские с очень колючими листьями на кончиках. И у них обычно ягода красная, но тут я не вижу. Может, птица склевала. Ну и вот понизу, перед обрывом, все это, вот эти нижние кусты, все это азалия. Азалия здесь везде в горах. Шикарная, громадная. Много лет уже. Жду очень весну, чтобы увидеть, как она зацветет и каким цветом. Под листьями везде мох. Он сейчас такую силу набрал. Никогда пекло, что он такой ломкий, сухой становится. Сейчас посмотрите, какое его разнообразие и какая красота. Мох на земле, мох на обваленных деревьях, сочный, мох на камнях. Иду на шум, хочу подойти, заработали опять наши водопады. Хоть и владеем мы тут полсотни земли лесом, но хозяйкой я себя все равно не чувствую. Каждый раз, заходя в этот храм природы, захожу как гостья. И мы тут всегда гости. Какие индюшачьи хвостики грибы. Маленькие. Все-таки удалось мне спуститься вниз. Прохладно. Стояло тут все по-летнему. И за одну ночь стало очень-очень свежо. Сегодня вы немножко гуляете со мной по лесу. Сильно далеко я одна уходить не буду. Тут карнизы. Их много, тянутся с одной, с другой стороны. И вглубь леса уходишь, когда тоже сплошные карнизы. Другой раз залезешь на гору, и надо искать место, чтобы как-то обойти все это, спуститься вниз. Растут папоротники. Пошла одна, не брала никаких собак с собой. Будут все мокрые, всех тащить, разбегутся. Но, ох, как их все течет. Камни все обточенные, гладкие, потеряли свои острые углы.
Вода сейчас холоднющая, холоднющая. Попробую пройти аккуратно на ту сторону. Начинает появляться солнышко, просветляться. Надо же. Хорошо. Сразу становится веселее. Везде елочки зеленые. Елочки зеленые, иголочки. Ну, сколько здесь азалий. Таких мест здесь довольно много, как сказал Максим. Я не везде ходила, конечно. Все никак не соберусь пройти дальше. Так. Ну, надо мне здесь как-то пройти по краю, по краю, по краю. Ух, какие тут, смотрите, нависают. Там даже на самом краю растут деревья. И какая фактура у этих камней. Где-то гладкая, а где-то, гляньте, какие-то дыры. Прямо дыры. И вон на карнизах тоже. И кусты, и деревья продолжают расти. Удивительно, природа везде. Растения находят себе место. Было бы солнце и влага. И вот тебе жизнь. Отсюда стекает ручейки. И бегут дальше. Соединяется с нашей речкой. Огибаю я этот карниз. Там он в глубину уходит. Здесь как навис какой громадный булыжник держится. Гляньте, где. О. И тут такой хороший закуток. Можно спрятаться от ветра. Вообще спрятаться. Ух ты! А там, между прочим, если пролезть, то, наверное, и ход вниз идет. Конечно, это надо быть очень подготовленным человеком, чтобы на такое рискнуть. Никогда не знаешь, с чем можешь там столкнуться. Так хорошо внутри запрятано. Ну, не будем искушать судьбу. Я тут одна совсем. Если куда-то громыхнуть, то искать будут долго. Так, надо мне подняться сейчас. Опа! Скользко. Максим тут ходил везде, но он очень далеко уходит. Говорит, дважды падал. Все-таки залезла я на эту горку. Вечно мне нужны приключения. Ну, как красиво она стекает, эта речушка. И какая фактурная азалия. Прелесть. Стволы ее. Мох на стволах. Ладно, пройдем поверху маленько. Ухожу я от этого водопада. Вон он там остался. Дом у нас с той стороне. Как мягко все застелено везде. Сплошной ковер. Завалились деревья. Весной подсохнут. Можно как-то будет отпиливать и вытягивать. Нашли мы специальную машинку, которая распиливает стволы на доски. Так что материала здесь очень много. Этот водопад, он слышен, выходишь из дома. Хорошо шумит днем и ночью. Так,
Ну, пройдем дальше. Стараюсь не трясти камеру. И все больше поглядываю на землю. О, тут какие, гляньте, грибы распластались. Такие интересные. Как будто как камни. Цветом похожи на сердолик. Он тоже такой кораллово-красный. Я останавливаюсь, делаю еще и фотографии. А то другой раз я так увлечена съемкой. Выхожу из леса. Ой, мама моя залюбовалась. Голову потеряла. А фото не сделала. У меня же есть, я вам говорила, канал, где у меня мои фотографии. Вот тут такие интересные листья. Гляньте. О, зелененькие. Тут их много. Так, ну что, пройдем по краю. Немножко просветлело, веселей стало. Не так мрачно. Ох, сколько тут завалилось деревьев. Ветра тут хозяйствовали, конечно, тоже хорошо. Так, попробую пройти на ту сторону. Пойдем туда вниз по этой речушке маленькой. Это ворона так голос подает. Так, надо тут смотреть, где можно наступать, где нельзя. Ух, мягко, проваливаюсь немножко. Пробуем пройти. Оп, прошла. О, опять поваленные стволы. И мне так нравятся эти, смотрите, ярко-ярко оранжевые грибочки. Тут их и морозом подбило, и опять согрело, и опять заморозило. Они какие-то размазанные. Цвет как лисички. Ух, тут даже на веточке умудрились, гляньте. Отломилась она. Ха. А грибочки растут. Везде жизнь, куда ни глянь. Сейчас так все прозрачно. Листва опала. И хорошо видно. Лес весь светится насквозь. Ну, ночью здесь темень. Хоть глаза выколи. Так темно. Не погуляешь, не пройдешь. Даже с фонариком очень опасно. Если только не идти по хорошо знакомой тропке. Ох, как красиво мох ползет на дерево. А тут гляньте, какие большие грибы. И там на краю вырос. Какие-то они светлые совсем. И здесь. Вот они. Свежо. Такой аромат. Очень вкусно пахнет. Пахнет свежестью. Землей мокрой. Вот здесь только осталось, что
завалилось дерево. Кончился срок его существования. Тут вон, наверное, и дятлы долбили. Дырочки разные. Ух, а на нем гляньте, где елочка выросла. Нашла себе место. О, маленькая. А он такой трухлявый дед. Старик был уже. Так. Я все смотрю, куда мне ноги ставить. Не иду быстро. Тут опять слышу водопад. Но я нахожусь на высоком карнизе сверху. А внизу там будет, наверное, 2-3 метра. Обходить надо, чтобы попасть вниз. Вон, слышите, шум стоит какой. Тут хорошо так течет. Ну, а я... Навряд ли я тут просто спущусь вниз. Ух, вот там внизу. Как-то, может быть, можно пробраться и поглядеть со стороны на эти чудеса. Да, я сейчас нахожусь. Тут прямо такими ступенями эти карнизы. Ух, подхожу к краю. Всегда с большой опаской. Гляньте, тут такой овраг получается вниз. И вот там вон. Вот там течет. И там глубоко вниз идет. Боязно мне подходить. На край совсем, я почти на краю нахожусь. Около пруда тоже стоит шум. Там еще один водопад. И потом дальше уже их много. Интересно. Ох, здесь, наверное, не полезу я. А может быть, могу пройти, попробовать. Черт-те что, куда бабку несет, а? Здесь из-под корня вытекает. Вон там, гляньте. Ох. Так, как мне это получше-то сделать? Сама себе удивляюсь, что творю. Мои меня ругают все время. Ох, как здесь красиво, смотрите. Тут дерево, конечно, уже похоже мертвое. Вон оно свалилось и держится за кроны. И рухнуть может в любой момент, кстати. Вот там течет. Хочется подойти, но такой спуск неприятный. И потом обратно вылазить. Только здесь идти. По-другому не получится. Потому что там вообще вот туда провал, 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 провал. А здесь надо будет лезть обратно. Но так хочется мне туда подойти. Я, кстати, там не была никогда. Земля мягкая. Валится под ногами. Паразит. Ну, Сильва, давай. Тут какой-то бурелом, гляньте. Куда залезла? Тут столько поваленных деревьев. Главное не наткнуться на хозяев. Ох, какие симпатичные тут висюльки. Гляньте, какие малютки растут. Вон они все. И там ягодка даже красная. Ух ты. Ух ты, чудеса какие. Все-таки я спустилась по этой мягкой-мягкой подстилке, прикрытой листьями, не знаю на что, на чем. Вот здесь еще один карниз какой.
Там он на краю я стояла. Ну что же, подойдем поближе. Ух, сколько тут азалии. Ой, мамочки. Сегодня я вас на такое подбила приключение. Опа. Вот еще один красавчик. Течет, вода течет. Вот она туда в речку и уходит. Ух ты, гляньте. Меня уже дома потеряли. Наверное, будет дочка волноваться. Может, и кричит, да отсюда не слышно. О, посмотрите, какая прелесть. Ну, раз спустилась, подойдем еще поближе. Ой! Ух, какая тут глыба надо мной. Гляньте, мама моя. Даже углубление сделалось, как сильно бьет вода вниз. Будем выбираться. Так, ну только назад. По речке не пройду. Местами может быть очень углубление выше колена. Так. Ух. Тут опять карниз. Туда вниз опять. Вот такие карнизы интересные здесь. Вверх-вниз, вверх-вниз. Уходим. Ох, какой тут фактурный. Большое дерево стояло, от него он завалился туда. И гляньте, какой тут вывернутый низ, корни. Надо лезть обратно. Ну, Азалия, помогай. За тебя зацеплюсь. О, а тут еще, гляньте, какие грибы. Другие совсем. Кругленькие, мягенькие. Ну, теперь, бабушка, залезу я. С большими трудами. Ай, аж на коленках надо ползти. Устроила себе приключение. Неугомонная. Ну вот, осталась эта вся красота сзади. Ну что, идем дальше. Ой. Пыхтим, но лезем. Пищим, но карабкаемся. Фу. Так. О, передышаться надо маленько. Задохнулась чуть-чуть. Да, красиво. Матушка природа, с какой фантазией все у нее. Просто каждый раз приходишь и диву даешься. Со всех сторон обойди, все по-разному. И как тут всему место находится. О, мои козы где-то. Там внизу я была. Совсем там внизу. Вышла я со стороны, гляньте. О, почему козы кричат? Потому что тут вот это все дело. Кружок я сделала. Большой по низу.
Дальше не пошла. Ну вот. Хочется глянуть еще в одно место. Уже до кучи, как говорится. Фу. Мне даже жарко стало. Хотя на улице не жарко. Ой, мама. Тут опять, видите, какой спуск идет вниз. Вон туда падает вниз, вниз, еще один раз вниз. Там остался второй водопад. И там вот речка так идет. До нее надо, конечно, дойти. Тихо, никто меня не кричит. Патрисия сидит на компьютере, работает. Ну вот спустилась я, только крыши домов видны. Тут надо смотреть под ноги хорошо. Тут, видите, торчат ребра от скалы. И они очень скользкие сейчас на данный момент. Лучше идти по земле и по листьям. Он провел здесь, конечно, колоссальную работу. Расчистил тропки. Ну, это не там, где я лазила бурелом, перелезая через поваленные деревья. А так вот, если где, как он расчистил, расширил тропки, то сейчас очень здорово можно гулять. Ну и, конечно, сейчас все упало. Тут была громаднейшая азалия. В общем-то, он ее оставил. Вон она красавица. Но все, что спадало наполовину, прикрывая дорогу, он, смотрю, зачистил. Вон, видите, везде торчат спинка, ребрышки у горы. Вот, слышите, шум какой стоит. Вот. Можно подойти, и подходила я не раз со стороны пруда. Вот тут он нашел от прежних хозяев. Собрал в кучу. Пригодится для каких-то строек. Ну вот. Еще один водопадик маленький. Тут маленький. С той стороны, конечно, выглядит, ну, смотрите, 5 метров, наверное, если стоишь наверху. Ой! Прыгнула и провалилась под колено в листву. И все так мягко. Очень мягко. Ух. Вот. Вон течет. А там вот, где просветление уже, там наш пруд. Вот как я тут хитро обошла. Но я кручусь все около дома. Я, честно говоря, боюсь отходить далеко. Одна. Зверье тут водится. Вот вам еще один водопадик, гляньте. Его тоже слышно. Особенно, когда на веранду выходишь. Такое стерео с одной и с другой стороны. Там под этим камнем углубление, тоже как будто как пещерка куда-то уходит под землю. Ладно, я туда заглядывать даже не хочу и не буду. Идем дальше. Опа. Так, где лучше? Чуть поверху. По низу много заваленных деревьев, смотрю. Даже больше тут их получилось. Попадали какие-то, может быть, гнилушки. Когда у нас тут ветра стояли. Торнадо надвигались. Ну что, осталось подойти к речке. Дальше, конечно, я одна не пойду. Можно пройти еще по реке. Но это надо с какой-то компанией. Тут от больших таких высоких деревьев декоративных, вон листья белые лежат, как будто как бумага набросана. А это не бумага, это лист. Так, сейчас я. Ух! Все надо. Гимнастика у меня сегодня хорошая. Сколько там покрылось зеленью. И вон там наверх темнота идет. Там опять поднимается карниз туда, наверх. Может быть, мне и надо было
хоть одну собаку с собой взять. Ой. То я совсем смелая стала. Ну, я здесь ничего не нарушаю. Пришла с любовью. Так что, видите, какие листья большие. Вот, с одной стороны рыжий, с другой белый. Так. Тут Максим тоже поляну расчищал. Но при колоссальных дождях, говорят, раз в 4 года вот это все тут затапливается. Он думал здесь что-то поставить, типа тоже для отдыха что-нибудь. Но соседи, которые тут старожилы давно живут, сказали, что лучше не надо. Все это дело может накрыться потом от дождей водой. О, как много, гляньте. О, какая красота. Какая красота. Целая колония. А там, видите, стоит рыжий ствол. О, там, среди других стволов. Он весь покрыт вот этими грибочками. Ну вот, дошли до речки. Вот она, красавица наша. Вот те водопады, они как раз дорогу себе находят сюда, вниз. И в нее впадают. Она тут стала уже немного повыше. Вот здесь Максим где-то гулял, услышал рык непонятный. Но рык не медведя, не рыси, а рык вообще очень странный. Причем он такой был, что от него собака его громадная просто рванула. Знаете, тут про этот Бигфут у нас говорят. И про снежного человека по-другому. В разных странах его по-разному называют. И в Сибири, и в Алтае, там где-то его встречались с ним. Громадный, до 3 метров. Многие не верят, но тот, кто столкнулся, им доказывать не надо. Некоторые люди пострадали от него. Если на него, говорят, направляешь оружие, то тебе все, конец. У него сила неимоверная. Шеи нет, голова врастает в плечи. Руки свисают ниже колен. Громадный размер ноги. Бывает где-то и выше 3 метров. И если он чувствует опасность, он вас уничтожит. Убежать от него тоже невозможно. И говорят, он обладает гипнотическими способностями. Может тебе залазить в голову. Он чувствует, о чем ты мыслишь. В смысле, твое настроение. Поэтому, когда опасность, особенно если где-то еще мамочка крутится с ребенком или с детьми, то это реально. Лучше с ним не сталкиваться. Устраивают они лежбище, сгибая деревья, прутики наподобие шалаша, где могут прилечь, отдохнуть. Питаются растительной пищей, разными ягодами, грибами. Но вроде и мясо тоже употребляют. Человек может гулять по лесу и вдруг почувствовать, что за ним кто-то наблюдает. Очень многие охотники говорят. Такое чувство, как будто на меня кто-то смотрит. И поднимается сначала легкая тревога, а потом настолько становится некомфортно, что хочется уйти оттуда. А это его воздействие. Таким образом он прогоняет людей от себя подальше. Не любят, чтобы их фотографировали. Не хотят они. Держатся подальше от человечества. Самые первые разговоры о них пошли еще в 40-х, по-моему, 50-х годах. Есть очень редкие заснятые, конечно, где-то видео и фото. Он может сделать так, что у вас начнется головная боль. Короче, вызвать инсульт. Что полопаются все чертям сосуды в голове. Ночью у него глаза, говорят, светятся красным светом. И он может, когда так, как будто затухают глаза, идут медленно, так угасают. С собой они там переговариваются.
И у него очень отличительный рык идет. Крик. Животные опасаются его, конечно. Сила у этих существ просто запредельная. Руку вырвет, как прутик поломает. И хребет сломает. Ну вот. Тут тоже что-то шумит. Да, вон там, видите, оттуда он вытекает. Вот там течет. О, швейная машинка. Пожалуйста. Отпечаток цивилизации. Кто-то даже сюда выкинул. Господи, как тут хозяин предыдущий был. Не поднимается рука в такую красоту что-то накидать. Ладно, дошла до речки. Вон она течет, матушка. Показала вам. Там еще один есть проход красивый. Но я уже очень долго тут блуждаю, кручусь. И вам тут слишком долго глядеть. Вон она там изгибается вот так вот и идет туда. Там дальше пройти можно подойти, конечно. Но смотрю, она здорово тоже поднялась, вода. Ладно. Иду назад. Была одна особь, что она даже контакт имела с мужчиной. То ли в Кавказе или где-то. И даже ребенка родили. Это есть зафиксировано. Можно найти на интернете фотографии этого сына, который родился. Потом еще один контакт был тоже женской особи с человеком, мужчиной. Он с ней несколько лет жил. Где-то в отдаленных горах, в аулах. А потом он что-то уехал, переехал куда-то. И вы знаете, говорят, что она его нашла где-то в другом штате и убила ребенка его и самого этого мужика. Вот так предательство. И закончился роман со снежной женщиной. Ладно, нам надо туда наверх. Все, выхожу я, ребята. Очень мне хотелось посмотреть на эти все водопадики, что шумят так звонко и радостно. Показала вам. Так что сегодня вы со мной гуляли, были в гостях в красивых местах, в прекрасном диком лесу, горном Кентукки. Ладно, выходим. Здесь лисички я обнаружила осенью. 3 штуки большие. Так по лесу я нигде не вижу. Не попадаются, грибов много, но не знаю, что они за грибы. О, гляньте, на этих висюльках какие ягодки похожи на бруснику. Я периодически камеру выключаю, а то фильм больно получится громадный. Стараюсь снимать более такие значимые, красивые места. Ну и чтобы немного покороче было. Ох, вышли. Вышли. Все, двигаюсь к дому. Надеюсь, прогулка вам понравилась. Особенно, кто живет в городе. И нет больших возможностей выскакивать куда-то, даже в парк погулять. Ладно, ребята. Буду прощаться с вами. Кому понравилось, ставьте пальчик наверх. Пишите свои комментарии. С вами была, как всегда, ваша Сильвия. И красивый дикий лес в горах. Пока-пока.